Привет, друзья! Подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня будет не совсем обычный рецепт. Я хочу поделиться с вами азиатским десертом. Он очень простой, это будет сладкая, вкусная и полезная штука. И вы сможете без проблем приготовить ее с вашими детьми. Детям очень нравится. Делается это все дело на основе молока. Никакой духовки, никакого запекания, ничего не потребуется. Для десерта нам понадобится сливочное масло, мука, молоко, сахар, ванилин. И для карамели нужен будет крахмал, сахар. Там я все покажу. Все граммовочки, сколько чего, я оставлю вам в описании. Как всегда, посмотрите и без проблем с вашими детьми приготовите. Уверяю, им очень понравится. Это делается очень просто и очень вкусно. Азиаты в десертах молодцы, они тоже умеют это делать. Погнали. Это конкретно японский вариант. Так, нам нужна какая-то сотейник, кастрюля, ковшик, ну, не суть важно. Закидываем в нее массу, и на медленном огне массу нужно растопить. Сейчас на печку развернусь и будем делать. Так, друзья, закидываем в сотейник сливочное масло. И потихонечку его разогреваем. Маленький газ надо убавить, чтобы ничего не горело. После того, как масса наша растворилась, растаяла, высыпаем муку, обычная пшеничная мука. Высыпайте ее постепенно, чтобы не было комочков, разбивайте их сразу. Все, как только мука впитала масло, видите, венчик забился маленький, добавляем сюда молоко. Потихонечку, тоненькой струйкой, тоже размешиваем. Лучше взять пожирнее, у меня, где, 6% его. Ну, не найдете 6%, возьмите обычный, какой вам нравится. Ну, просто оно более сливочный вкус у него будет. Сейчас немножко вливаем молока, разбиваем комочки и потом постепенно выливаем все молоко туда. Просто проще разбить комки, когда небольшой объем жидкости, комочки легче разобьются. Вот видите, комки все разбились, теперь можно без проблем влить остальное молоко. В 2-3 приема и без проблем все у вас разойдется. Так, друзья, все, молоко все влили, комочки все хорошо размешались. Варим все это дело на медленном огне. Теперь добавляем сюда. У меня такой ванилин сухой, ну можно ванильный сахар взять или экстракт ванили. Там, ну, если экстракт, то чайную ложку, если просто ванилин, тут сколько, 1,5 грамма пачка будет достаточно. Сухой. Так, ванилин пошел и засыпаем еще сахар. Все это дело размешиваем и варим до загустения, чтобы должно стать как сливки такое по густоте. Сейчас загустеть начнет густеть, я вам покажу, как должна быть консистенция. Вы это почувствуете, такой густой будет, как, ну, как сливки густые, хорошие такие. Уже начинает загустевать. Кипятить не надо, просто как начнет загустеть, выключаем и даем остыть. Так, ну сейчас пару минут помешаю и продолжу. Так, друзья, смотрите, все загустело. Венчиком старайтесь возить по дну, чтобы не пригорало ничего. Вот такое густое все это дело стало. Выключаем. Пускай нам пару минут остынет и будем выливать это дело в форму. Половина дела сделана. Видите, все быстро, буквально там за 15 минут все делается. Просто сейчас надо дать всему этому делу остыть. И потом сделаем еще карамель, и будет очень вкусно. Все, загустело. Пару минут ждем, пока остынет, и сейчас будем перекладывать это дело в форму. Газ выключаем, и пока она остывает, маленько еще помешаем. Так, ну все. Загустевшую массу выкладываем в форму, в блюдо, в котором будем это у нас подаваться. Выглядит красиво. И аппетитно. А пахнет ванилью просто чудно. Все, друзья. Поверхность ложкой немного разровняем. Очень вкусная кремовая структура. Просто офигенная вещь. И теперь надо это дело дать остыть. И для ускорения процесса я вынесу это минут на 20 на балкон. Оно быстренько остынет. А мы пока с вами сделаем карамель. Переключайтесь. Сейчас будем делать карамель. Будет тоже просто, быстро и тоже вкусно. Так, друзья, продолжаем. Для нашей карамели, для карамели, которую мы будем заливать наш десерт, нам понадобится столовая ложка крахмала. У всех ложки столовые разные, поэтому я взвешиваю. Кукурузного крахмала нам нужно. Также крахмал заливаем миллилитров теплой кипяченой воды. Все это дело размешиваем и оставляем в сторонке. Также нам понадобится сахар 120 грамм, который сейчас мы будем растапливать на сковороде. Сейчас опять нагретую сковороду высыпаем сахар. И нам сейчас нужно его сделать такого красивого карамельного цвета.
Сейчас просто мешаем его и ждем, пока он закарамелизуется. Тут ничего сложного нету. Это произойдет довольно-таки быстро. Сейчас, как начнет коричневеть, я включусь и покажу. Он уже, видите, начинает таять. Вот смотрите, как карамель стала коричневого цвета, такого красивого. Как вам? Ну, понравился цвет, все нормально. Смотрите, не сожгите, сгорает моментально. Добавляем сливочное масло, чтобы она была сливочная карамель. Она будет намного вкуснее, поверьте. Кто делал в детстве петушки на палочке, те знают, что карамель со сливочным маслом это просто пушка. Сочетание идеальное. Можете добавить соль, если хотите, будет еще вкуснее. Но я не буду добавлять соли, потому что делаю для ребенка. Соленая карамель ему что-то не очень нравится. Но это не важно. Можете добавить, кому нравится соленая карамель, будет четко все. Так, все, карамель готова. Выливаем воду. Сейчас карамель моментально схватилась, но нам нужно ее размешать. Вода нагреется и карамель в ней растворится. Видите, все как быстро получается. Сейчас, когда полностью вся карамель разойдется в воде, это уже не сахар, это уже сливочная карамель получилась, самая настоящая. Сейчас воду с крахмалом опять размешаем хорошенечко. И потихоньку тоненькой струйкой все это дело вольем, постоянно перемешивая в наш сахар. Вот, видите, кукурузный крахмальчик разошелся. Маленько набух, пока тут все это готовилось. Поехали, вливаем потихонечку его сюда. Чтобы не было комков, просто мешаем постоянно. Все. Сейчас, как начнет густеть, выключаем сразу газ. Даем несколько минуток остыть. И можно будет заливать наш десерт. Все очень просто и понятно. Пахнет все это вкусно. Прям запах детства моего. Мы постоянно делали петушки. Видите, начинает потихоньку закипать, и все это дело льется густое, такое тягучее. Вот на этом моменте, вот видите, начинают уже появляться бульки. Значит, все у нас прогрелось. Еще секундочку, чтобы уже конкретно все закипело. Ну вот, я думаю, отлично. Видите? Все, я мешаю, оно само пузырится. Вот. Густое такое стало, ароматное, вкусное. Если не для детей делать, то можно добавить сюда коньяку. Ну, друзья, или можно добавить меду. Фантазия тут, в принципе, ничем не ограничена. Все, видите, закипело и загустело все это дело. Выключаем газ. Сейчас буквально 3-4 минутки она постоит, маленько остынет, чтобы бульки все осели, воздух из нее вышел, и будем заливать. Вот видите, друзья, сверху маленько все подостыло уже, схватилось. Ну, в середине там оно еще жидковатое, оно должно полностью остыть. Сейчас берем карамель, все это дело заливаем сверху. Емкость маловато взял, чуть-чуть осталось, но ничего страшного. Все, друзья, оставляем примерно на час, чтобы это дело все остыло, схватилось. И можно вынести даже на балкон, чтобы она побыстрее, во-первых, схватилась, и оно должно быть холодным. Это кушают в холодном виде, это будет вкусно. Сейчас оно все остынет. Ну, примерно через час мы вернемся и попробуем. Я покажу, что получилось внутри. Ну что, друзья, все. Смотрите, что получилось. Сейчас я вам приподниму его. Вот так, видно. Эта штука мягкая. На вкус карамельно. Что, попробуем? Выглядит все довольно симпатично. Смотрите, какая классная вещь. Ну как? Прикольно? Я попробую. Блин, обалдеть. Это по вкусу похоже на такое ванильное мороженое с карамелью. Очень вкусно. Детям понравится 100%. Классная вещь. Мягкая, прохладная. Ну все, друзья, на этом я заканчиваю это видео. Вкуснятина. В меру сладкая, прохладная. По вкусу, ну, похоже на мороженое чем-то. Если кушать холодное, вообще класс. Детям понравится 100%. Не очень сладкая. Ну, сахар можете регулировать, сладость кому больше, кому меньше. Тоже дело вкуса. Вообще все четко, вкусно. Попробуйте.
Уверен, вам понравится. Ну все, друзья, на этом заканчиваю это видео. Если вам нравится такой формат таких вот простых десертов, я знаю, их очень много, множество рецептов, можно будет сделать что-нибудь еще. Ну а я с вами тогда прощаюсь, друзья. Всем огромное спасибо, что смотрели до конца. Огромное спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит лайки, пишет комментарии. Все, друзья. Следующее видео будет в субботу, и мы будем делать соус унаги. Будет вкусно. Подписывайтесь, ничего не пропустите, нажимайте колокольчик, ничего не пропустите. Ну все, друзья, всем спасибо, и всем до встречи, и всем пока.